Итак, всем привет! Сегодня у нас будет очень важная тема. Мы сегодня с вами разберем одну из ключевых программ, которые вкладывают нам обильно в голову, и из этой программы как раз-таки вытекают просто сотни тысяч блоков в последующем, на то, чтобы мы не могли себя здесь реализовать, не могли получать какие-то нематериальные блага, не обретение самоценности внутренней, то есть когда мы чувствуем себя хорошо, чувствуем себя значимыми, любимыми, ценными, чувствуем себя так, что нас любят, что мы можем быть любимы и так далее. И это не только внешние какие-то проявления любви, но и внутреннего ощущения себя, то есть как я чувствую себя, люблю ли я себя, нравлюсь ли я себе и так далее, так и проявление многих материальных моментов, которые возникают вокруг нас, то есть это и деньги, и то же самое, что мы там поездки какие-то, куда-то ездим, все, в общем, наша работа, все, что связано с нашим каким-то материальным внешним миром, с которым мы соприкасаемся, то есть наш условно достаток. И именно один момент, который перевернут в нашей голове, не дает нам выйти на более качественную версию себя и вырывает очень-очень много блоков. Поэтому я считаю, что вот эта установка, если кто-то ее у себя найдет, эту программу, и уберет, то его качество жизни очень заметно улучшится. Потому что эта программа, она вроде как очевидная, с другой стороны, она настолько сидит у нас на подкорке, что мы ее даже не замечаем, и она нам транслируется этим миром просто со всех щелей, с каждого утюга, с каждого рекламного билборда, плаката, фильма, музыки и так далее. То есть отовсюду эта мысль нам внушается. И как раз-таки люди, которые этой мысли, этой программы не подвержены, как правило, добиваются больших успехов здесь. И не только в плане собственной самоценности, но и в плане обретения каких-то материальных благ. Итак, что же это за тема такая? Это тема преобладания материальных ценностей, то есть материи над духовным, нашим внутренним составляющей, то есть неправильно расставленные приоритеты. И то, когда человек ценность материи определяет выше, чем собственную жизнь и ценность собственных эмоций, собственной жизни и собственного внутреннего благополучия. И это касается не только себя, но и других людей. Я думаю, что это видео будет полезно абсолютно всем, потому что даже если вам кажется, что вроде как вы, может, этим не страдаете, я все-таки скажу, что большинство людей, которые находятся здесь, так или иначе, в этом мире страдают от этой программы, потому что эта программа нам внушается, как я уже сказала, везде, отовсюду транслируется, и, конечно же, эта программа работает на транскорпорации, на маркетинг, и весь маркетинг, все транскорпорации настроены на то, чтобы эту вот программу внести в голову каждого, абсолютно каждого живущего здесь человека. Поэтому я думаю, что каждому будет очень полезно это видео послушать, и даже если вы об этом знаете, о том, о чем я буду говорить далее, то напомнить себе лишний раз лишним не будет. Но перед тем, как мы начнем, я представлюсь. Меня зовут Надежда, я являюсь человеком с незаблокированными способностями, с детства обладаю глубокой эмпатией, а также уникальным даром видения тонкого плана, что позволяет мне считывать информацию о прошлом, будущем, а также людях и событиях. В простонародье это звучит под именем экстрасенс, но я так не считаю, потому что абсолютно все люди обладают подобными навыками, просто они у них заблокированы. И я здесь на своем канале как раз-таки занимаюсь тем, что помогаю людям возвращать себя, возвращать свои способности, разбивать как раз-таки блоки, о которых я сегодня уже упомянула, не только этот блок, но и вообще различные блоки, показываю их, рассказываю про них. И пытаюсь сделать так, чтобы каждый из вас смог от них избавиться и обрести наконец-таки внутреннюю свою силу, потому что именно вот эти вещи, эти блоки вас от обретения вот этой внутренней силы, самоценности и самореализации в этом мире и сдерживают. Итак, давайте начнем насчет материи и почему я обратила внимание на этот блок.
Очень много людей здесь, не все, но очень много людей специально, искусственно удерживаются в состоянии бедности. То есть бедность, средний класс, низший класс, да, вы все прекрасно знаете, что это делается специально, это делается на уровне не только государств, но и различных транскорпораций. То есть создается специально искусственно такая экономика, которая поддерживает людей в определенных условиях. И эти условия заданы не случайно, то есть когда научные есть доказательства, да, тому, когда человек находится на грани такого выживания некого, то есть это белочка в колесике, про белочку в колесике мы тоже поговорим, когда у него вся жизнь складывается от зарплаты до зарплаты, от того, чтобы купить поесть, до поспать и до опять пойти на работу, опять купить поесть, опять поспать, то у него в режиме выживания особо нет вот этого вот внутреннего потенциала, внутренней силы на то, чтобы познавать себя, познавать окружающий мир, задавать какие-то вопросы и прочее. То есть у него единственный вопрос, который перед ним стоит, это как бы ему выжить. Конечно же, здесь как раз очень сильно важную роль тоже играют блоки, потому что именно блоки, очень многие блоки не дают человеку выйти за границу вот этих возможностей, потому что я встречала очень много людей, которые говорили, что Надежда, вот я живу от зарплаты за зарплату, у меня все плохо, я не знаю, как мне выжить, у меня вот много детей и так далее и тому подобное. Когда я говорила, вот тебе инструменты, вот ты можешь пойти сюда, ты можешь сделать вот это, ты можешь вот тут, вот тут, вот тут, выйти, выход из положения, смотри, то есть я давала не просто какие-то советы, а я прям говорила, вот закон Российской Федерации, да, это у меня вот было в стране, вот здесь есть вот такие-то, такие-то, такие-то возможности тебе получить дополнительные, допустим, деньги, получить дополнительные возможности для того, чтобы вылезти из того, где ты сидишь, и мне люди говорили, ой, да нет, знаешь, нет, я не пойду, я не буду делать, они находили 3500 причин тому, чтобы не улучшить свою жизнь, потому что то болото, в котором они сидят, называется зоной комфорта, то есть они не хотят лучшей версии себя, не хотят лучшей версии своей жизни и готовы там сидеть. Но также есть очень много людей, которые действительно хотят вылезти из этого, и у них нет рамок. Вот как раз-таки то, что удерживает людей вот в этом болоте, в зоне комфорта, находят 3500 отговорок на то, чтобы там сидеть в этой зоне комфорта, и являются теми самыми блоками, которые не дают нам выйти за рамки того, где лучшая жизнь, то есть и лучшая жизнь это не обязательно в понимании красивой картинки, успешного успеха там или еще чего-то, а просто более комфортное пребывание, то есть выход хотя бы из вот этого вот состояния существования некого, но многие этого не хотят. Так вот, когда многие люди находятся вот в этом вот состоянии некого существования, есть такая очень-очень распространенная программа, но она идет не только на низших слоях, но и на высших тоже. Сейчас об этом поговорим. Программа, когда человек материальное ставит выше, чем себя, свою жизнь, и не только свою жизнь, но и жизнь других людей. И на самом деле здесь второе вытекает из первого, то есть когда человек не ценит жизнь других людей, когда он готов пойти по головам для приобретения каких-то материальных ценностей, и многим кажется, что этот человек, он любит себя, но на самом деле нет, потому что только боль порождает боль, насилие порождает насилие, и нелюбовь к себе порождает нелюбовь к другим. Когда человек собственную жизнь, собственную ценность жизни, да, не ценит, он также и не ценит жизнь других людей вокруг себя, потому что для него это норма. На самом деле так и есть. Наше отношение к жизни, наше отражение того, что мы делаем внутри себя, отражается к тому, что мы делаем по отношению к внешнему миру. То есть у нас как раз-таки очень большой бич общества в том, что мы транслируем и как для себя, да, так и для своих детей, и вообще нам транслируют то, что, допустим, какая-то сумка может иметь гораздо большую ценность, чем человек. Да, чем его эмоции, чем его чувства, что ради того, чтобы там обрести какие-то материальные блага, неважно какие,
там телефон какой-то или еще что-то, человек готов пойти на то, чтобы обидеть другого, да, готов пойти на там унижение другого человека. Когда, допустим, дети наши или мы в детстве можем вспомнить такой момент, когда мы что-то портили нечаянно, да, допустим, где-то что-то разрезали, где-то что-то вот как-то уничтожили, разбили, разлили, всегда это было, всегда это будет, вот, то начинается вот такой момент, когда нам в большинстве своем, не все так делают, но очень много таких людей, которые делают акцент на том, что вот ты разбил вазу, но при этом не делается акцент, ты же мог пораниться, да, ты же мог пораниться, что там у тебя с руками, с ногами, не заработал ли ты осколок, сиди, сейчас я забочусь о тебе, а не о вазе. Но в большинстве случаев в нашем мире транслируется забота о вазе. Допустим, очень много таких случаев бывало, допустим, когда человек в одежде, да, в какой-то хорошей, все, и он, допустим, падает, и он в первую очередь заботится не о себе, что он там разбил коленку, или что ему плохо, больно, там что-то такое, он заботится о том, что как же жалко колготки, я их купил, они были так мне ценны и так далее, а то, что у него пол коленки содрано, вот под этими колготками, это как бы ладно, то есть то же самое, испортил кофту, куртку и так далее, то есть когда мы вроде как, не замечая такие вещи, это мелочь, но эта мелочь на самом деле очень хорошо отражает наше внутреннее состояние и наше отношение, во-первых, к себе, насколько мы себя оценим дороже или дешевле, чем блузка, которую мы носим, свитер, который на нас и так далее, да. Очень жалко, свитер порезали там или еще что-то, да, вот, хотя я мог тоже пострадать, но свитер, конечно, жалко. Либо то же самое, когда кто-то что-то разбивает, где-то что-то ломает и прочее, вместо того, чтобы объяснить, что так делать не надо, мы начинаем, допустим, тоже там кричать, ругать, орать, вот ты такой сякой, ты такой плохой, ты такой нехороший, ты там что-то уничтожил, все. И при этом, когда мы это делаем, мы зачастую делаем это как характеристика человека, то есть ему вменяем в вину, что вот ты сделал что-то ужасное, и что действительно вот эта вещь, которую ты испортил, она гораздо ценнее, чем ты, и в этот момент, то есть мне плевать, что ты чувствуешь, мне плевать, что там у тебя в душе, хотел ты этого, не хотел, просишь ты за этого прощения, нет, думал ты, не думал, все, вот то, что ты сделал, это, конечно, страшно, и это гораздо тяжелее и вещественнее, чем вот это. Далее есть такие еще моменты, которые я отмечала и видела, когда, допустим, материальное и неодушевленное. Вот здесь я хочу сделать акцент. Все, что я сейчас перечисляла, куртки, сумки, да, какие-то вещи, которые на нас, ваза, которая стоит у нас на столе, еще что-то. Вот это все неодушевленное. Оно не умеет чувствовать, оно не умеет думать, у него нет души. Это просто кусок материи, который не живой. Но зачастую мы к этому куску материи проявляем больше эмпатии, который, в принципе, к нему нельзя проявлять, чем к живому человеку. Более того, я вам скажу, что есть такие понятия у нас, да, люди с нарушением с определенного спектра, то есть антисоциальные расстройства. Может быть, вы слышали, что такое антисоциальные расстройства? Это люди, которые не обладают эмпатией, которые не способны любить и не способны общаться с людьми, как реально с одушевленными другими субъектами. То есть для них люди — это объекты, которые, примерно такие же по значимости, как и ваза, да, то есть, хотя ваза тоже для них абсолютно никакая. Так вот, это как раз такие те расстройства, которые формируются обществом под воздействием вот этой программы, то есть программа, когда материю, вазочку ставят выше по иерархии, да, по отношению к этой вазочке и прочее, чем к этому человеку, когда он был ребенком.
И это все формирует не очень хорошие последствия, которые уже доказаны. И эта программа и дальше начинает навязываться обществу для того, чтобы в дальнейшем тоже разрывать социальные связи, что уже делается, и мы можем это видеть. То есть вот эти вот капиталистические гонки по вертикали, где волк волку волк, да, и мы должны там конкурировать с друг другом, мы должны... Это не просто, понимаете, здоровая конкуренция в плане вот как, я не знаю, атлеты вышли на игры там, да, и, значит, кто быстрее бегает, кто выше прыгает, и они не в конкурентной борьбе, а в равной, да, партнерской, то есть они вот пожали друг другу руки после этого забега, да, каждый показал себя. А тут именно вот такая конкурентная борьба, у которой нет правил, нет никаких моральных вообще устоев, ничего. То есть самое главное — это получить, захапать больше и так далее. Есть такая фраза, то есть ты в гроб с собой не заберешь. Может быть, вы слышали, да, что материальные ценности мы не унесем с собой в следующую жизнь. То есть и есть некоторые учения, там, течения религиозные, которые подтверждают там теорию прошлых, будущих жизней, и там более-менее еще в обществе это как-то, ну, чего-то нормально еще вот протекает, как бы связь вот эта к материи и к тому, чтобы как бы вот эти материальные блага ценить больше. Но у нас это, к сожалению, приобретает такую прям эпидемию. На самом деле, эпидемию, где человека ставят ниже гораздо, чем какую-то сумку или еще что-то, его ценность гораздо ниже, то есть ценность человеческой жизни не стоит ни гроша. Вот, когда для других людей ценность каких-то материальных вещей выше. И вот, да, еще на чем хочу сделать акцент, это про отношение к объектам, которые нельзя отложить. То есть очень часто, допустим, родители или люди, да, уже взрослые, забивают на эмоциональные потребности других людей, на детей эмоциональные потребности и прочее, ставя в вершину, допустим, то, что немытая посуда в раковине гораздо важнее, чем ребенок, который требует внимания, или, допустим, реально там немытая посуда в раковине гораздо важнее, чем, допустим, провести вместе там разговоры какие-то, поговорить о чем-то, еще что-то. И то есть люди просто берут и забивают на личностные отношения между собой, да, начинается вот эта вот разборка бытовуха, может быть, вы знаете вот эти, да, когда там вместе начинают жить, начинается вот эта бытовушная разборка, кто не помыл стакан, что вот эти тарелки тут стоят и так далее и тому подобное, когда вот эти тарелки становятся дороже гораздо, чем жизнь другого человека. Я не говорю о том, что надо закапываться просто в грязи и сидеть в грязной квартире и радоваться жизни, но здесь главное понимать, что эта тарелка ей прекрасна, ей абсолютно фиолетово, у нее нет чувств, у нее нет никаких эмоций, у нее нет ничего, это просто кусок фарфора, которому абсолютно фиолетово. Грязный он, чистый, стоит он в раковине, или стоит на столе, или стоит он еще где-то, ему все равно. И вы, когда кричите на другого человека и предъявляете ему матами громкими там за то, что этот кусок фарфора стоит где-то там не в положенном месте, тарелке плевать. А вот тот человек, который вот это все слушает, с ним можно получить травму, то есть этот человек может, наоборот, ему вообще не захочется потом эту посуду мыть. И, как правило, агрессия вызывает в ответ только агрессию, боль вызывает в ответ только боль, и это правило. То есть, когда мы между собой общаемся, когда мы между собой что-то вот, понятное дело, что кому-то не хочется, чтобы грязные тарелки стояли на столе, кому-то
фиолетово на то, где они там будут стоять. Но когда мы пытаемся донести друг до друга собственные эмоции, собственные пожелания, собственные чувства и так далее, давайте не забывать о том, что материальное все-таки не дороже внутреннего ощущения эмоций, да, другого человека. То, что там что-то упало и разбилось где-то с полки, это тоже не дороже того, что после вот того, как вы на своего там партнера или ребенка или на кого-то наорете, накричите, сделаете там выговор за эту тарелку или там что-то у вас там чашка какая-то упала, разбилась, потому что кто-то ее там не туда поставил. Чашке плевать. Ей было плевать, стояла она на полке или на стуле, или на столе, или где там. Ей будет плевать и после того, как ее разобьют, потому что это просто кусок материи неодухотворенный. А вот ваши отношения с партнером, с близким человеком, с ребенком могут дойти до развода, могут дойти до полного ухудшения, и чем чаще вы будете ссориться, чем чаще вы будете ставить материальное выше, чем душа человека, чем его внутренний мир, чем его внутренняя боль, чем его внутренние вот эти вот чувства, тем все больше и больше вы будете и сами идти к краю пропасти, потому что в этот самый момент вы не понимаете, что вы нисколько человека не цените, да, на которого, допустим, выплескиваете это все, сколько вы в этот момент себя. То есть подумайте вот этот момент, да, потому что внутреннее всегда выливается во внешнее. Когда человек, допустим, не ценит внутреннее свое, да, свою внутреннюю суть, и для него тарелка дороже, чем его эмоции, чем его внутренние какие-то потребности, ощущения и так далее, а там грязная посуда, да, дороже, чем его усталость там и прочее, прочее, он начинает то же самое транслировать вокруг себя. И то же самое, если, допустим, вы наоборот увидели в том, что я описываю каких-то знакомых себе людей, да, в свою вторую половину, которая вот так вот поступает, или у которой такие вот моменты вспыхивают, то это вообще повод поговорить, да, с человеком, попробовать направить спектр его внимания на его собственную внутреннюю самоценность себя, своей жизни, своего внутреннего мира, своих эмоций и так далее, потому что вот этот явный перекос в сторону ценности материи говорит о том, что человек, в принципе, эту материю ценит гораздо больше, чем свой труд, свое время, свои какие-то внутренние ресурсы и так далее. То есть даже то, когда мы, получая зарплату, да, вот мы работали, получили зарплату, мы потом эти деньги считаем очень важными, а свой труд, который я потратил, да, вот свой ресурс, свое время, там прочее, мы как бы, обесцениваем и ставим на какой-то второй план. И далее мы, опять же, да, вроде как сопоставляем, что эти деньги и есть результат нашего труда, но деньги становятся всем, как правило, наше внутреннее ничем. И потом вот эти деньги мы, тратя на какие-то материальные ресурсы, вроде как сопоставляем с тем, что я очень-очень много работал для того, чтобы купить эту вазу, да, и мы потом, нам кажется, что мы потом как бы свой труд видим в этой вазе, поэтому когда кто-то разбивает эту вазу, для нас это, то же самое, что наш какой-то труд вот такой вот разбить. Но здесь как раз-таки, знаете, есть тонкое, вот эмпатически это считывается с человека, вот тонкая такая вот нить того, что я потратил на эту вазу просто неимоверное количество рабского, я вот здесь подчеркну, рабского труда, я столько впахал, это не оценили, то есть не оценили не в плане разбили эту вазу, да, а не оценили в плане, что было вложено столько всего, столько средств, а средства это мое время, это мой труд, да, это мои силы, там внутренние ресурсы и так далее. Столько ресурсов было вложено в эту вазу. Это все обесценено
тем, что мне дали, малое количество денег, то есть обесценен этот труд тем, что, очень малое количество денег. И даже вот из этого я чего-то там чуть-чуть отнял на то, чтобы приобрести эту вазу. И этот труд мой сейчас разбился. То есть вот это вот внутреннее, понимаете, того, что наш труд и наше внутреннее вот это вот КПД, оно выражается именно как вот даже не в материальных благах, а как будто нам как подачку сверху это материальное благо упало за то, что мы вот что-то там, я не знаю, там поле просто перепахали, просто вот умерли ради этой вазы, понимаете? То есть вот это ощущение именно КПД, которое есть. И я так напрягался, я реально там так, как раб трудился на галерах ради этой вазы, и эта ваза разбилась. И в этот момент, то есть, разбивается вот это вот внутреннее наше. Потому что здесь, на уровне эмпатии, и именно здесь я подчеркну, что я вот эти тонкие моменты, да, психологические, у людей считываю именно с тонкого плана, то есть мне при помощи вот этой глубокой эмпатии это все очень хорошо видно, то есть все причинно-следственные связи того, почему люди совершают те или иные поступки. То есть я могу это считать, для меня это достаточно очень легко было с самого детства. Так вот, здесь вот выходит такая глубокая ошибка, потому что мы начинаем эти предметы, то есть вот эту вазу, да, которая разбилась, а эта ваза была вот наше отражение нас. То есть, понимаете, мы начинаем эти предметы обличать в собственный образ, потому что эти предметы, они становятся вот именно тем, что я внутренний ресурс свой делал, что-то делал, мне за это дали минимум денег, и я на этот минимум купил эту вазу, и для меня эта ваза это как я. Потому что я вот кусок руки своей отодрал, кусок мяса выдрал из себя, кусок ноги выдрал из себя, и вот из него вот получилась ваза. И это, конечно, не очень хорошо. То есть вот эта полная материальная привязка, которая держит нас, то есть когда мы все предметы, которые вот вокруг нас, да, не считаем отдельной материей от себя, а считаем как продолжением себя, собственного я, собственного внутреннего мира, мы становимся очень сильно завязаны на этом материальном, мы прям подвисаем на нем, мы подвязаем на нем. У нас полностью начинается вот продолжение нас, это как материя вот это вокруг нас, и при этом, поэтому мы еще и можем вот так реагировать, то есть на то, когда что-то с этой материей не так, и нам кажется, как будто это нас пытаются что-то там уязвить, нас пытаются как-то там обидеть и так далее. Хотя мы не понимаем, что это всего лишь материя. И как раз таки здесь четко видно то, что у человека, когда у него есть такое понимание и внутреннее вот это вот, что материя это я, это продолжение меня, да, даже там мои вещи это отражение меня, некоторые говорят и так далее, это просто вещи, которые ты одеваешь, и да, они могут выражать твою внутреннюю суть, потому что ты как бы одеваешь те вещи, которые тебе нравятся, и как бы они отражают твою внутреннюю суть, но они не являются тобой, это не ты, и многие люди пытаются, вот как раз таки сейчас я хочу, чтобы вы услышали, да, люди, которые вот за счет вот этой материи компенсируют собственный внутренний образ. То есть те люди, для которых материя — это продолжение их самих, те вещи, которые они носят, это продолжение их самих, те вазы, которые стоят у них на столах, это продолжение их самих и так далее. То есть вот именно из вот этого вот, да, я это все заработал, и это я, для них мы четко видим, как у них нет абсолютно границы, и у них нет вот этого вот сепарирования себя от материального. Я и есть материальное, потому что когда-то там мне говорили о том, что тарелка это важнее, чем я, кружка это важнее, чем я, помести полы это важнее, чем я, поэтому
подобные люди начали себя сравнивать с этим, то есть олицетворять себя, потому что я тоже хочу быть важным, я тоже хочу стать таким же важным, как кружка, ложка, ваза и так далее. И это, конечно, ужасно, потому что это не сепарирует психику от внешней окружающего среды, то есть пространства, да, нет понимания того, что я и там моя юбка — это отдельные вещи, хотя мы можем сейчас посмеяться и сказать, что за чушь вообще, понятное дело, моя юбка это не я, и как бы пофигу вообще на нее, это же просто вещь, но на уровне внутреннего подсознания у нас, к сожалению, очень часто такое сидит, и очень часто такое сидит, особенно когда люди нагребают вещи и очень тяжело расстаются с вещами. Допустим, им там жалко выкинуть какую-то вещь там из гардероба своего, либо какие-то там свои старые инструменты уже, которые все, им уже плохо, их уже пора на помойку отправлять, но они их оставляют, и они такие, вот я не могу с этим расстаться, потому что это продолжение меня, это часть меня, это я, да, и мы вот от этого себя, к сожалению, не можем сепарировать в чем-то. И это же нам мешает, да, когда мы себя и пространство не отделяем и не можем как раз-таки отделить часть своего внутреннего, то есть я как душа, да, я как сознание, я вот это я, а внешний мир — это внешний мир, то есть нет разделения вот этого. Для нас очень сильно тяжело почувствовать реальность в плане намерения. И это вот то, что я вам пыталась сказать, да, почему многие не могут использовать намерения, почему они говорят, вот почему вот я хочу, да, я хочу намерения и так далее, но их намерение зачастую не срабатывает, они не могут почувствовать реальность, они не могут почувствовать вот эту живую материю, с которой мы работаем при помощи своего сознания, да, и подсознания, для того, чтобы формировать определенные сценарии в своей жизни, формировать определенные события. Это на самом деле очень легко, то есть взять свою жизнь в свои руки и формировать в ней то, что мы хотим. Но для того, чтобы нам начать формировать в ней то, что мы хотим, мы должны понять, что окружающая реальность и мы — это разные абсолютно вещи. Я как душа, я как человек, да, я как там сознание — это я, а внешний окружающий мир — это что-то отдельное. И это то, с чем я могу работать. То есть кусок глины, из которой я леплю скульптуру, это не я, это кусок глины, а я — это скульптор, который из нее что-то лепит. Но для многих реально вот глина — это они сами, поэтому нам очень тяжело пытаться понять, что мы можем измениться сами, во-первых, да, для нас мы — это что-то незыблемое. То есть я вот такой, какой я есть, да, я пытаюсь измениться, я вроде как меняюсь, но я не могу, и многие считают вот, что для того, чтобы я изменился, должно что-то прийти извне, то есть с внешнего мира, но они не понимают, что как раз-таки вот в этом плане здесь внешний мир, да, события какие-то, еще что-то происходящее вокруг нас, это и есть продолжение нас самих, но не в том плане, что тарелка и кружка на столе — это мы сами, а то, что именно то, что нас окружает, то есть события, люди и прочее, это продолжение нас самих в плане нашего же намерения, то есть мы и наш внутренний мир отражается полностью в реальности, и то, как мы видим этот мир, таким боком он к нам и повернется. Поэтому для того, чтобы материя стала чем-то таким, с чем вы будете работать играючи, лепить ее играючи, делать ее играючи, то у вас должна ценность правильно встать, то есть ценность себя
и я внутри, да, вот он я, а материя — это просто материя, из которой я могу слепить вообще все, что угодно. И пока у нас будет в голове ценность, что есть какие-то ценные вещи, есть какие-то неценные, есть что-то вот такое недостижимое, а есть что-то достижимое, более приземленное, пока мы будем на себя вешать ярлыки того, насколько я достоин той или иной вещи, к сожалению, мы и управление реальностью — это будут совершенно, ну вообще управление своей жизнью, да, это будут совершенно два разных понятия, потому что мы считаем, что внешность, то есть материя, она гораздо более важна, чем мы, то есть энергия реальности, да, энергия материи — это что-то, что над нами, и вот как она благосклонно к нам повернется, так с нами и будет, то есть вот этот вот, ну, я бы сказала, синдром маленького человечка, да, где я такой маленький, я ничего не могу, я ничего не значу, я ничего нет, я не несу какой-то ценности, а вот там что-то ценное, что-то большое, что-то крутое, и каким образом мы должны взять под контроль или управлять вот этой энергией, вот этой материей, когда мы даже внутри не чувствуем себя равными происходящему вокруг себя. Поэтому, ребята, здесь очень-очень такой глубокий тоже по своей теме ролик. Я пыталась донести настолько, насколько могла эту тему, потому что она очень и очень тонкая. То есть там такая маленькая, тоненькая грань, вот эта вот, по которой ты ходишь, вот просто тоненькая-тоненькая, да, и она настолько внутренние процессы все задевает, что вот именно из этой темы, если вы поймете вот этот момент, если вы из него выйдете, то вся реальность и все вот просто ляжет к вашим ногам. Но у меня на этом на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока. А я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.